Испанский грипп или испанка был вероятнее всего самой страшной пандемией гриппа за всю историю человечества. В 1918-19 годах за 18 месяцев во всем мире от испанки умерло приблизительно 75 миллионов человек, 4% населения Земли. Было заражено около 550 миллионов человек, то есть 30% населения планеты. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила его крупнейшее кровопролитие по масштабу жертв. Кэнди работала в больнице апостола Андрея без выходных уже целый месяц. Кэнди, слава богу! Я уж думал, что ты никогда не придешь. Доброй ночи, мистер Альберт. Я сама удивляюсь, как мне удается работать по 16 часов в день. Ты себя совсем не щадишь? Ничего не поделаешь, вы же знаете, такие обстоятельства. В городе пандемия испанского гриппа. Да, но неужели там у вас больше некому работать? Ой, вы говорите точно как мой начальник. Ах, Вот и послушай его. Я совсем тебя не вижу уже целый месяц. Но, мистер Альберт, мы же с вами совершенно здоровы. Если только, не дай бог, конечно, вы вдруг заболеете, то сразу же станете моим пациентом номер 1. А пока есть люди, которым больше нужна моя помощь. ну раз ты сама о себе не думаешь, теперь есть другой человек, который подумает о тебе. Спасибо, мистер Альберт, что вы заботитесь обо мне. Но простите меня, я просто валюсь с ног и вот-вот провалюсь в объятия Морфея. Спокойной ночи, мистер Альберт. Ты даже не перекусила, моя заботливая Кэнди. Как же повезло тем, за кем ты ухаживаешь в госпитале. Наверняка они поправляются вдвое быстрее, только благодаря одному твоему присутствию. Доброе утро, Кэнди! Я опаздываю! До вечера, мистер Альберт. Ну, как обычно, в своем стиле.
Мистер Альберт, кто бы мог подумать, что вы окажетесь тем самым покровителем, который всегда незримо был рядом со мной, дядюшкой Вильямом, и моим настоящим принцем с холма Пони. Мне очень повезло, что я встретила в жизни такого человека. Я очень благодарна вам, мистер Альберт, за то, что вы всегда были моим ангелом-хранителем с детства и до нынешних дней. И сейчас вы тоже рядом со мной и заботитесь обо мне. Ну, раз ты сама о себе не думаешь, теперь есть другой человек, который подумает о тебе. А я? Смогу ли я стать той, кого вы хотите видеть во мне? Смогу ли я впустить вас в свое сердце? Ведь оно уже так давно не свободно. Больница апостола Андрея. Но все-таки, мне кажется, необходимо сделать ему трепанацию черепа, поскольку он... Кэндис, это снова вы? Я же вчера дал вам выходной. Ну, понимаете, у мистера Альберта свои дела, а в доме всем заведует прислуга. Мне просто было нечего делать. Да? Кэнди, как ты думаешь, не опасно ли работать в столь стрессовом состоянии так долго? Да еще и в такое время, когда микробами буквально пропитано все вокруг. Ты рискуешь оказаться здесь. Не волнуйтесь, доктор Бобсон, я очень сильная. Я ведь веду здоровый образ жизни. Ладно. Вот, совершайте обход. Окей. Кэндис, А? 8 часов. В 16:00 тебя здесь уже нет. Хорошо. Ты кто? Я больничная фея. И тебе принесла подарочек. Та-дам! Ой, спасибо. А как мы себя сегодня чувствуем? Сейчас тетя фея поставит тебе волшебный градусник. Ох, эта Лина опять ничего не сделала. Палату не проветрила, полы хлоркой не протерла. А потом еще удивляется, что лечение неэффективно. Конечно, сплошные микробы кругом. Прав был доктор Бобсон. Скажи-ка, милая, тетя Лина вчера давала тебе лекарства? А ее вчера не было. Она заглянула на 5 минут и сказала мне, чтобы я сидела тихо и не высовывалась. Тогда она не будет сделать мне укол. Доктор Бобсон, как же такое может происходить на нашем отделении, еще и в такое время? Да, что сказать, Кэнди, я и сам в шоке. Лина получит от меня строгий выговор и лишится И премии. это все? Ребенок может умереть при таком обращении. Чем только думает эта Лина? Ну, Кэнди, я не могу сейчас ее уволить. Она, конечно, нерадивая, в другое время, возможно, я бы так и сделал. Но ты понимаешь нашу ситуацию? Рук ведь совсем не хватает. Лина, по-моему, рук нам не прибавляет. Я поговорю с ней. Уверяю тебя, мои слова заставят ее призадуматься. Да. Кэндис, что я вам говорил? 16:05, марш домой. Но... Никаких «но». Кажется, мы это уже обсудили. Да, сэр. Лина! Кэнди, ты чего домой не идешь? Лина, ты почему себя так безответственно ведешь? О, а что я сделала? По-моему, ты ничего не сделала. Слушай, ты что, мой босс? Тебе что, больше всех надо? Я разнесла лекарства, что тебе еще нужно? А полы, а проветривание, а процедуры? У тебя еще множество других обязанностей. Ха-ха-ха, а зачем? Я же знаю, что с утра придешь ты и все сделаешь. Доктор Бобсон, наверное, не поговорил с ней. Наверное, забыл. Знаешь что, Лина, иди-ка ты домой. Все равно от тебя толка никакого. Ха, ну и пожалуйста. Все равно за эти копейки работать не хочется.
Кэнди, ты уже проснулась? Спускайся, завтрак ждет. Кэнди, где ты была? Ты не ночевала дома? Мистер Альберт, я была на работе. Я пойду отдохну немного. Кэнди, да у тебя жар. Скорее. Добрый вечер, Терри. Так приятно, что вы не забываете заходить к нам каждый день. Я поставлю их в вазу. Вы знаете, Терри, Сюзанна прям сама не своя от счастья с тех пор, как вы обручились. Прям так и светится, так и светится. Я думаю, не стоит тянуть со свадьбой. Мы устроим вам замечательный праздник через месяц-другой. А вы, кстати, где планируете жить? Я могу выделить вам уютную комнатку в этом доме. Подумать только, я буду нянчить ваших детишек. Моя девочка, она будет так счастлива. Мама. Да-да-да-да, девочка моя, я уже ухожу. Только вы, пожалуйста, не тяните за сроками свадьбы. Хочется знать все заранее и подготовиться как следует. Ну как ты? Все нормально? Да, спасибо, я хорошо себя чувствую. Терри, расскажи мне про театр. А что? Расскажи, как прошел сегодня день в театре. Да ничего особенного. Репетировали все тот же спектакль, все те же люди. Терри, о чем ты думаешь все время? О нашей будущей свадьбе, конечно. Терри. Да, дело серьезное. Я думаю, лучше будет ее госпитализировать. Терри. Мистер Терренс, пожалуйста, подежурьте с ней минут 40, пока я не освобожусь. Дело тут не в проворот, но вы же меня понимаете. Простите, но я, к сожалению, не мистер Терренс. Но вы не волнуйтесь, я посижу с ней. Я все понял, Кэнди. Я понял, что нужно сделать, чтобы тебе стало легче. И сейчас, и всегда. Терри, дорогой, ты подумала о предложении мистера Стивенсона насчет съемок в синематографе? Он обещал неплохой гонорар. Нам бы не помешал просторный загородный дом. Нужно же думать о будущем. Да, конечно. Дорогой, что с тобой? Ты сегодня с утра сам не свой. Давай поговорим. В воздухе витает призрак грозы, но она никак не может разразиться. Мистер Гранчестер, звонили из Чикаго. Некая мисс Уайт желает вас видеть. Меня это не интересует. Она при смерти, сэр. Заводи мотор, Джим. Я еду туда. Больничная фея тоже может болеть? Эй, ты куда убежала? Простите, можно ли мне навестить мисс Эндри? А вы ее родственник? Боюсь, нет. Я ее старый знакомый. Меня зовут Терренс Гранчестер.
Она говорила о вас, да-да. Проходите, пожалуйста, 28-я палата на 2-м этаже. Я знал, что ты не мог не приехать. Кэнди, что с ней? Если ты будешь рядом, с ней все будет в порядке. Терренс, ты нужен ей в болезни и в здравии. Любовь к тебе скрывает ее усталое сердечко. Твое имя срывается с ее губ. Только с тобой Кэнди сможет быть по-настоящему счастлива. Да и ты, я знаю, будешь счастлив только с ней. Но на сей раз ты сделаешь правильный выбор, Терренс Гранчестер. Я доверяю тебе. Береги Кэнди. Господи, как это могло произойти? Что с тобой случилось? Что у тебя за болезнь? Ты всегда была таким веселым сорванцом, а теперь... Альберт, почему он не уберег тебя? Почему я не остался, чтобы уберечь тебя? Терри, это и правда ты? Как ты тут оказался? Кэнди, что с тобой случилось? Это испанский грипп. Я, наверное, заразилась от одного из пациентов. Боже мой, Кэнди, нет! Терри, эта болезнь, конечно, тяжелая, но ее можно вылечить. Прошу тебя, не переживай так за меня. Тебе нужно беречь себя для своей семьи. Прошу тебя, не говори сейчас об этом. Неужели ты сейчас можешь об этом думать? Конечно. Я, честно говоря, не ожидала тебя тут увидеть. Но я рада, что ты приехал поддержать меня, когда я заболела. Вот и Сюзанна... Прекрати, пожалуйста. Прости. С тех пор, как мы виделись тогда зимой, прошло 1,5 года. Эти 1,5 года с Сюзанной были для меня мукой. Нет, не потому, что мне приходилось помогать ей. Потому что я не разделяю ее чувств. Кэнди, ты не представляешь, каково это – жить с человеком, который безумно влюблен в тебя, и не мочь ответить ему тем же. Терри, но она ведь пожертвовала своим здоровьем ради тебя. Да, я это осознаю. И именно поэтому я буду вынужден на ней жениться. А разве вы еще не женаты? О, да вы, я гляжу, тут беседуете вовсю. Может быть, чайку, а? Мистер, я попрошу вас выйти и не нарушать режим. Еще полчаса назад у нее была температура 40, да будет вам известно. А вам нужно спать, мисс Уайт. На сей раз ты сделаешь правильный выбор, Терренс Гранчестер. Слава богу, Кэнди, все обошлось. Еще вчера вы были на грани жизни и смерти, а сегодня выглядите так, будто бы и не болели вовсе. Не иначе, как сам Господь Бог исцелил вас своим прикосновением. Ну что ж, я выписываю вас домой, но не забывайте продолжать лечение дома. И, кстати, да, в течение месяца никакой работы. Я запрещаю вам тут появляться. Посидите этот месяц дома или, я не знаю, съездите куда-нибудь. Это мой приказ, мисс Эндри. Хорошо, сэр. Ну хорошо, что ж, всего доброго, можете идти. Кстати, Кэнди, та девочка из 15-й палаты, похоже, пошла на поправку. Когда вы вернетесь из отпуска, она наверняка будет уже бегать и хохотать. О, это отличная новость, доктор. И до свидания. Дорис. Привет, Кэнди. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Спасибо, Дорис. А где тот молодой человек, который приходил ко мне? Мистер Гранчестер. Он пробыл тут всю неделю. Они с мистером Эндри не отходили от тебя, сменяли друг друга. Но 1,5 дня назад он уехал, никому не сказав ни слова. Ах, вот как. Это так похоже на тебя, Терри. Спасибо, Дорис. Не за что.
И все-таки ты приехал ко мне. Должно быть, мистер Альберт сообщил тебе. Ты все бросил и приехал за сотни километров, только чтобы поддержать меня. Ах, Терри, если бы только это могло что-нибудь изменить. Но теперь ты снова покинул меня, и мы вряд ли увидимся вновь. Дорогая, милая моя девочка Кэнди, прости, что я снова покидаю тебя. Я чуть было не совершил непоправимую ошибку. Но я понимаю, что сердце твое так и не освободилось от того, кто занял его несколько лет назад. Я не отказываюсь от тебя и в трудную минуту всегда подставлю тебе свое плечо. Хочу навек остаться твоим ангелом-хранителем, твоим дядюшкой Уильямом, твоим принцем с холма Пони, твоим мистером Альбертом. Ты можешь распоряжаться особняком Эндри по своему усмотрению. Он теперь твой. До свидания, Кэнди. Твой верный друг Альберт Уильям Эндри. Мистер Альберт, Терри, что же вы наделали? Вы оба так сильно желали мне счастья, что решили покинуть меня. Мистер Альберт, но вы же все знаете. О чем вы говорите? Какое мне счастье быть одной? Терри, ах, Терри, если бы только можно было повернуть время вспять, я была бы самой счастливой на свете. Но это невозможно, Терри. Мисс Кэндис, к вам посетитель. Я не могу никого принять, Джордж. Я так и подумал и сказал ему, но он сказал, что никуда не уйдет. Он сказал, что никогда не уйдет.